Распространение телевидения, увеличение числа программ, обмен ими внутри страны и по интервидению – все это привело к необходимости возведения сооружений большой высоты с очень сложным инженерным оборудованием. У нас в стране закончено сооружение величайшей в мире Останкинской телевизионной башни в Москве. На заре советской власти Владимир Ильич Ленин мечтал о радиофикации всей страны. Ныне не только радио, но и телевидение – неотъемлемая часть нашей жизни. Лучшее подтверждение этому – новый московский телевизионный центр в Останкино, оснащенный по последнему слову отечественной науки и техники. Здесь большой коллектив творческих работников готовит и записывает передачи московского телевидения. Вся многообразная телеинформация из павильонов студий, концертных залов, со стадионов, аэродромов, а в праздники с Красной площади поступает в центральный зал телевизионных передатчиков, расположенный в конусной части башни. Сюда же поступают сигналы от радиорелейных линий, связывающих башню через 18 магистралей со всеми городами Советского Союза и через систему интервидения со всем миром. 5 программ телевидения и 6 программ УКВ-вещания выдаются отсюда через антенны башни в эфир. Кроме основного своего назначения, башня используется также для посещения ее многочисленными гостями со всех концов мира. Каждый стремится побывать на видовых площадках башни, полюбоваться прекрасной панорамой Москвы, побывать в самом необыкновенном ресторане, вращающемся в заоблачных высях, который москвичи любовно назвали «седьмым небом». В этом фильме мы расскажем о технических особенностях башни и специфике ее сооружения. Сигналы телевидения для передачи подготавливаются на станции в нижней части башни. Отсюда по сети фидеров они подаются в антенны. На башне размещены также приемные станции радиорелейных линий, принимающие иногородние и международные программы. Выше расположены антенны для подвижных телевизионных станций, антенны телефона, метеорологические приборы, сигнальные огни, смотровые площадки. Все эти помещения и оборудование снабжаются кондиционированным воздухом, электроэнергией, водой, телефонной связью, теплом, лифтами для подъема людей. Башня пронизана сложной системой коммуникаций и является уникальным инженерным сооружением. Сигналы телевидения распространяются в пределах прямой видимости. Чем выше башня, тем радиус действия сигналов больше. Так старая московская башня при высоте в 150 метров обеспечивала телевизионное изображение в радиусе 60 километров. Новая при высоте в 533 метра обеспечивает уверенный прием телевизионных передач в радиусе 120 километров. Под влиянием ветра башня будет колебаться. Это может привести к искажению телевизионных изображений. Надо было придать башне достаточную жесткость. Для этого внутри ствола решено было установить и натянуть 150 мощных канатов, в каждом из которых создавалось усилие в 70 тонн. Общее усилие натяжения таким образом составило 10 тысяч тонн. Сжатый стальными канатами, ствол отлично сопротивляется изгибу. Башня находится в столице, привлекает всеобщее внимание своим масштабом. Естественно, надо было уделить большое внимание ее архитектуре. Но скомпоновать это сложное сооружение оказалось далеко не просто. Тем более не сразу были выявлены все необходимые для нее устройства. В процессе проектирования и строительства башня обрастала все новыми и новыми службами, как снаружи, так и изнутри, и, наконец, приобрела тот облик, который хорошо теперь всем известен.
Перед вами кадры кинохроники. 1960 год. В одном из красивейших уголков Москвы, в Останкино, была выбрана строительная площадка для сооружения гигантской телевизионной башни. Очень сложной и ответственной была проблема устройства фундамента для такого беспримерного сооружения. В основании башни расположены суглинистые, мелкопесчаные, глинистые сжимаемые грунты на глубину 40 метров. Ниже начиналась скала. Было принято смелое решение, полностью себя оправдавшее – заложить фундамент всего на глубину 3,5 метра. Фундамент – десятиугольная кольцевая плита, выполненная также с предварительным напряжением. Ширина кольца 9,5 метров. Средний диаметр 65 метров. Толщина 4,5 метра. Башня встанет на него 10 наклонными ногами и образует 10 арочных проемов. И вот наступил торжественный момент. 27 сентября 1960 года была начата закладка фундамента. По традиции в основании замуровывается монета и серебряная пластинка с датой и наименованием сооружения. Возведение величайшей в мире Останкинской телевизионной башни началось. Генеральным подрядчиком на строительстве являлся Главмостстрой. Основные конструкции башни выполняли организации Минмонтажспецстроя СССР. Проект строительной части башни разработан Центральным научно-исследовательским и экспериментальным институтом зрелищных зданий и спортивных сооружений. Проектировщикам и строителям телевизионной башни приходилось решать множество сложных технических проблем. Большое внимание уделялось качеству сооружения, долговечности материалов. Много было проявлено изобретательности в монтажных работах и методах бетонирования. Впереди была напряженная, небывалая по своей технической сложности работа для большого коллектива ученых, инженеров, рабочих, отдавших свой ум и знания этому грандиозному сооружению. Посреди кольцевого фундамента опорных ног башни был заложен фундамент центрального железобетонного стакана диаметром 12 метров на глубину 7 метров от поверхности земли. В центральном стакане разместятся шахты лифтов, лестница и технические коммуникации до отметки 63 метра. Одновременно вокруг башни шла укладка железобетонных плит для передвижения автотранспорта и производства работ по укрупнению армокаркасов и металлических конструкций.
Бетонировался центральный стакан при помощи шахтного трубчатого подъемника и переставной опалубки. После того, как железобетонный центральный стакан был закончен и были смонтированы конструкции кольцевой вестибюльной части, началась установка временных поддерживающих металлических конструкций для арматурных каркасов будущих ног опор башни. Арматурные каркасы для удобства работы монтажа изготавливались в виде двух половин. Затем они устанавливались на временные поддерживающие конструкции и соединялись между собой с помощью сварки. Для точной установки армокаркасов и регулировки их по разбивочным осям в теле фундаментов были сделаны армированные углубления, банкетки. После сварки арматурных каркасов с арматурой фундаментов банкетки сразу же бетонировались. Для бетонирования ног башни была разработана специальная инвентарная опалубка, которая устанавливалась на армокаркасах. Сначала крепились направляющие и кружала. Кружала были выгнуты каждые по соответствующему радиусу, так как опора имела разное сечение по высоте и сложные очертания в плане. Опалубка состояла из щитов двух типов – трапециевидных и прямоугольных. Это давало возможность набирать ее точно по образующей, независимо от радиуса кривой. Одновременно на всю высоту опор устанавливались боковые щиты опалубки. Внутренние опалубочные щиты набирались с подмостей, устроенных на поддерживающих армокаркасы конструкциях, наружные с наружных передвижных подмостей. Набор опалубки производился ярусами, равными высоте щитов, то есть 1 метру. С наружных подвесных лесов велась и укладка бетона. Бетон уплотнялся вибраторами одновременно как с наружных, так и с внутренних сторон опор. На бетонировании были заняты 2 бригады. Когда одна бетонировала 5 опор, другая устанавливала опалубку и готовила к бетонированию остальные 5 опор. Работы велись непрерывно, круглосуточно,
что позволило возвести ноги башни за 1 месяц. Щиты опалубки ног использовались для бетонирования стен конуса. Нижнее основное перекрытие в конусе складчатой конструкции на высоте 16,5 метра выполнено в монолитном железобетоне. Оно обеспечило необходимую жесткость конструкции опорного конуса и ног башни. Верхнее перекрытие на металлических балках со сборными железобетонными плитами. На всю высоту стен конической части также устанавливались армокаркасы. Они представляли собой пространственные стеновые блоки с круглыми оконными проемами диаметром от 1 до 4 метров. Блоки после их установки и выверки сваривались между собой и с установленными ранее армокаркасами. Крепление опалубки к армокаркасам конуса осуществлялось проще, чем на ногах, так как его стены имели по толщину 50 сантиметров. По мере бетонирования конуса опалубочное кольцо постепенно сужалось за счет изъятия трапециевидных щитов. Наконец, коническая часть башни была закончена. Практическое осуществление строительно-монтажных работ по сооружению Останкинской телевизионной башни потребовало создания специальных механизмов, так как никаких подобных аналогов в строительной практике до сих пор не было. Предшествующий опыт по проектированию и по эксплуатации специальных механизмов для многих больших сооружений позволил для данной работы создать новую серию монтажных механизмов. Все проектные работы по сооружению этих механизмов были выполнены проектным институтом Промстальконструкции. Ведущие инженеры института Гитман, Данилевич, Ковалев, Рюкин, Соколова, Ходов принимали участие в создании этих оригинальных механизмов. Самоподъемного агрегата для бетонирования ствола башни на всю ее высоту. Кольцевого крана, вращавшегося вокруг ствола башни на высоте 364 метров для монтажа наружных конструкций, технических зданий и ресторана. Подвижного крана грузоподъемностью в 25 тонн для монтажа металлической антенны от высоты 385 метров до 533 метров. Башни решено было бетонировать в переставной опалубке. Она обеспечивала наилучший контроль за качеством выполнения арматурных работ, установкой закладных частей, соблюдением геометрических размеров ствола, а также непрерывное бетонирование как летом, так и зимой. Для механизации и выполнения всех этих работ и был создан специальный самоподъемный агрегат. Он представляет собой сложную объединенную систему металлических конструкций и механизмов. Основные конструкции агрегата – ствол и обойма, телескопически входящие друг в друга. Они соединялись в центре подъемным винтовым механизмом грузоподъемностью в 230 тонн. Грузоподъемный винт с квадратной нарезкой, диаметр его 280 мм, длина 7 метров. Монтаж агрегата производился укрупненными элементами, прошедшими на заводе контрольную сборку.
Такие укрупненные конструкции устанавливались на месте монтажа агрегата очень быстро с помощью башенного крана БК-1000. Обойма агрегата несла на себе рабочую площадку для бетонирования. На агрегате круглосуточно работали бетонщики, поэтому он был защищен крытым шатром, оборудован приборами отопления и имел пункт питания. Для подъема арматуры и конструкций снаружи башни наверху шатра был установлен стреловой кран. К рабочей площадке снизу подвешивалась наружная переставная опалубка с лесами и защитная брезентовая юбка, предохранявшая бетон от замерзания зимой и от пересыхания летом. Обойма и ствол агрегата имели по 3 мощных опорных балки с выдвижными аутриггерами, которыми они опирались в ниши кольцевых стен башни. К агрегату крепились также тросовые и жесткие направляющие 2 грузопассажирских лифтов для подъема бетона и людей на рабочую площадку. Под действием винтового механизма обойма или ствол агрегата поочередно поднимались вверх и опирались на возводимые стены башни. Агрегат поднимал за собой наружную опалубку с подвесными лесами на высоту захватки бетонирования в 5,25 метра. Чтобы соблюсти необходимые пропорции ствола, к рабочей площадке самоподъемного агрегата укреплялись специальные механизмы радиального перемещения. Эти механизмы обеспечили движение панели опалубки и подвесных лесов в радиальном направлении. В международной практике при возведении железобетонных высотных сооружений обычно применяется наружная опалубка высотой не более 2,6 метра. Для бетонирования ствола Останкинской башни была сконструирована специальная наружная опалубка высотой в 5,5 метра. Такая опалубка позволяла вдвое увеличить высоту бетонирования одной секции, уменьшить количество рабочих швов, улучшить тем самым качество бетона и сократить сроки производства работ. Панели наружной опалубки последовательно навешивали на механизмы радиального перемещения и соединяли между собой болтами. Горизонтальная кольцевая балка облегчала набор сплошной опалубки по окружности. Щиты наружной опалубки имели специальные термовкладыши для создания необходимых температурных условий по бетонированию в холодное время года. Конусообразная поверхность ствола башни достигалась сочетанием прямоугольных и трапециевидных панелей наружной опалубки. Внутренняя переставная щитовая опалубка
набиралась на распорных кольцах последовательно ярусами высотой в 1,4 метра. Для сооружения Останкинской башни требовался бетон очень высокого качества, марки 400. Для его приготовления был построен специальный механизированный бетонный завод. К качеству бетона предъявлялись особые требования. Он должен иметь высокую прочность, содержать минимальное количество цемента. Обычный бетон с морозостойкостью в 50-100 циклов здесь не годился. Был создан бетон с морозостойкостью значительно более 500 циклов. Разделенный на две фракции гранитный щебень, промытый чистый песок, высококачественный цемент, изготовленный по специальным требованиям, эти компоненты обеспечили высокое качество бетона во всем сооружении при расходе цемента 430 килограммов на кубический метр. Контроль за качеством бетона круглосуточно проводила лаборатория строительства. Качество бетона в телеконструкции проверялось ультразвуком. Бетонирование ствола башни проходило следующим образом. Бетонная смесь подъемниками подавалась на рабочую площадку самоподъемного агрегата. Выгружалась в раздаточный бункер, а оттуда перемещалась к опалубке. Затем она укладывалась в опалубку при помощи системы хоботов. Бетонирование шло посекционно. Высота секции определялась высотой наружной опалубки. С внутренней стороны для удобства работ опалубка ставилась поярусно, последовательно, по мере бетонирования. Бетон выдерживали в опалубке в течение 30 часов до приобретения прочности не менее 100 килограммов на квадратный сантиметр. После этого распускались и отодвигались в стороны панели наружной опалубки. Опираясь на стены башни, агрегат поднимался на следующую стоянку. Под агрегатом освобождалось внутреннее пространство башни, что позволило выполнить сложный монтаж шахт постоянных лифтов и технических коммуникаций до окончания бетонирования ствола на всю высоту. В этом также было преимущество агрегата по сравнению с другим оборудованием для возведения подобных сооружений. На новой стоянке агрегата производилась его точная выверка, устанавливались опалубка, арматура стен, обрабатывался рабочий шов бетонирования. Правильность положения агрегата и центровку наружной опалубки
контролировала геодезическая группа под руководством инженера Дмитриева. Была разработана и осуществлена оригинальная система геодезической выверки, основанная на принципе последовательного перенесения по высоте по ходу строительства контрольных центров на специальные металлические перекрытия. При необходимости агрегату придавалось точное положение в плане специальным винтовым устройством. Сложнейшая проблема возведения грандиозного вертикального сооружения, находящегося под постоянным воздействием ветра и солнечных лучей, таким образом была решена блестяще. Окончательной разносторонней проверкой установлено минимальное отклонение вершины башни и антенны. Это отклонение меньше допустимого проектом в 3 раза. С отметки 195 метров началось напряженное армирование ствола башни. Для этого были подготовлены высокопрочные стальные канаты диаметром 38 мм. При помощи гидродомкратов непрерывного действия и насосной станции они испытывались на специальном стенде. Стенд имел сердечник из 2 двутавровых балок длиной в 175 метров. Канаты натягивались дважды усилием 82 тонны. Этим достигалось уменьшение их деформации в проектном положении. После испытания канаты подавались в ствол башни. Они затягивались наверх с отметки 63 метра при помощи лебедки. Имея на концах сигарообразные наконечники, канаты легко проходили через отверстия в кольцевых внутренних консолях ствола башни на разных отметках. Верхние концы канатов закреплялись центрирующими шайбами. Специальный гидродомкрат, установленный в опорном конусе башни ниже отметки 63 метра, производил натяжение канатов. Каждый канат натягивался на усилие в 70 тонн. После этого нижние концы канатов закреплялись фиксирующими шайбами. Таким образом, внутри бетонного ствола башни было заложено и натянуто 150 канатов, распределенных в 12 группах. Каждая группа канатов заканчивалась на своей проектной высоте. Четкая организация работ, непрерывное бетонирование в 3 смены по скользящему графику
позволили закончить возведение ствола башни за 17 месяцев в заданный срок 31 августа 1966 года. Теперь предстояло поднять наверх и смонтировать металлический корпус антенны весом в 320 тонн. Антенна состояла из 18 цилиндрических секций различной длины от 6 до 10,5 метров, весом до 24 тонн. Когда нижнюю часть корпуса антенны поднимут на высоту 385 метров, она войдет внутрь железобетонного ствола башни на 10 метров и будет заделана там в двух горизонтах. Чтобы предохранить антенну от коррозии, каждая ее секция оцинковывалась. Здесь же, на Земле, антенна прошла контрольную сборку по частям. Каждая часть достигала длины в 30-40 метров. Радиооборудование также устанавливалось и испытывалось на Земле, производилась его настройка. Все это значительно сократило и облегчило монтажные работы на большой высоте. Подъем всех секций антенны происходил в два этапа. Сначала 25-тонным мостовым краном, расположенным на высоте 385 метров. Мостовой кран на вылете 12 метров поднимал секцию на высоту 370 метров, где находилась специальная консольная площадка. Здесь, на консольной площадке, секцию устанавливали временно. Затем проходил второй этап – окончательный подъем секции и установка ее в проектное положение. Теперь на малом вылете 3,5 метра секцию поднимал самоподъемный кран, расположенный также на высоте 385 метров у корпуса антенны. Таким двухэтапным методом надежно и рационально была решена задача подъема элементов антенны на высоту свыше 500 метров. После подъема очередной секции антенны ее ставили на фиксаторы и закрепляли болтами. 4 проходки снаружи и изнутри. За качеством работы следили квалифицированные специалисты.
Когда первые 5 секций антенны были установлены и закреплены в стволе башни, самоподъемный кран закреплялся за смонтированную часть антенны в обойме и специальными откидными захватами. Затем он выдвигался вверх 16-ниточным полиспастом. Нижняя часть крана при этом освобождалась от опорного башмака. Под кран подставлялась его очередная секция. Так наращивался ствол крана и осуществлялось его дальнейшее выдвижение вверх. Одновременно с установкой антенны шли работы по монтажу 10-этажного здания технических помещений и ресторана на высотах от 325 до 360 метров, а также всех других конструкций. Кольцевые металлические конструкции каркасов ресторана и технических помещений подвешены к наружной поверхности ствола башни в 2 уровнях. Нижнее опорное кольцо несет на себе крытую смотровую площадку, 3-этажный ресторан и 1 техническое помещение. Верхние 5 этажей технических помещений подвешены к пространственному опорному стальному кольцу. Такая конструкция здания обеспечила равномерное распределение нагрузки на 2 участка ствола башни и создала свободу при температурных деформациях. Весной 1967 года закончились сложные работы по укрупнению последней 30-метровой секции антенны. На ней были установлены все необходимые радиотехнические устройства и коммуникации, произведена герметизация соединений от доступа влаги. «27 апреля рано утром начался подъем этой гигантской секции. Низкая облачность чрезвычайно осложнила работу по подъему последней секции антенны. Это потребовало от монтажников большой осторожности и напряженного внимания. Четко руководили монтажными работами инженеры Колесник и Прохоренко.
большая длина секции не позволила установить ее на промежуточной площадке. Передача секции на самоподъемный кран была выполнена на весу на уровне кольцевого крана при помощи специальных устройств. Верхолазы-монтажники бригад Селезнева, Захарова, Попонова и Коновалова проявили при этом высокое профессиональное мастерство и мужество. На уровне монтажной площадки на шпиль секции антенны был укреплен флагшток, самый высокий элемент башни. Охваченные энтузиазмом, все монтажники хотели принять в этом участие. Затем секцию обстроили кольцевой площадкой с метеореями, защитными сигнальными огнями и подвесками для передвижных подмостей. После этого подъем секции продолжался. Чтобы обеспечить вертикальность секции при ее подъеме и установке, на самоподъемном кране обычную стрелу заменили вилочной. Это позволило поднять секцию на 17 метров выше крана и установить ее в проектное положение. Всего лишь 76 дней потребовалось на монтаж антенны. 27 апреля 1967 года на величайшем сооружении мира на высоте 533 метра верхолаз-монтажник Иосиф Горишный водрузил флаг Советского Союза. В летопись отечественной строительной техники навсегда вошли имена создателей башни, авторов проекта Никитина, Баталова, Бурдина, Злобина, автора проекта механизации монтажных работ Щепакина, руководителя группы технологов Шкуда, руководителей строительством Кольцова, Равича, Сидорова, Турина, Израителя, главного архитектора проекта Милошевского, инженеров Федорова, Таскаева, Юрина, многих других специалистов и большого коллектива рабочих, строителей и монтажников. Это их трудом воплощена в жизнь нашего народа еще одна ленинская мечта.